Привет! В этом ролике мы научимся писать собственный искусственный интеллект, пройдем через основные стадии его создания и поговорим о часто возникающих трудностях. Делать все это мы будем на примере довольно простой и всем известной игры «Крестики-нолики». При создании искусственного интеллекта для подобных игр часто используется так называемый Minimax алгоритм. И нет, это не какая-то учебная фича для новичков, например, его использует самый сильный шахматный движок Stockfish и без проблем побеждает всех вплоть до чемпиона мира. Пусть эта точка – это какая-то позиция нашей игры, и пусть из нее мы можем сделать два хода, обозначим их линиями. В каждой получившейся позиции можно сделать еще два, и из них еще по два. Теперь для всех конечных позиций мы находим их статическую оценку, то есть как-то грубо оцениваем позицию, не рассчитывая дальнейших вариантов. Предположим, первый игрок будет стараться максимизировать оценку, а второй, наоборот, минимизировать. Отсюда и название алгоритма. Пускай последний ход делает первый игрок. Согласно нашему правилу, в каждом случае он выбирает наибольшую оценку. Теперь посмотрим на предыдущий шаг. Был ход второго игрока, и он старался выбрать такое продолжение, после которого у первого будут худшие перспективы. То есть из получившихся максимумов он выберет минимальное значение. Теперь мы снова приходим к изначальной позиции и выбираем ход с максимальной оценкой. Он и будет лучшим. Выглядит просто, однако стоит отметить, что с ростом глубины размер дерева вариантов увеличивается экспоненциально. То есть при увеличении глубины на один ход время работы алгоритма возрастает в несколько раз. Итак, первое, с чем нам придется столкнуться при написании ИИ, это представление игровой доски в компьютере. Сделаем это довольно просто. Пронумеруем все 9 клеток от 0 до 8 и создадим массив из 9 чисел. Пусть 0 означает, что клетка пуста, 1, что там крестик и 2 – нолик. Сгенерируем возможные ходы. Сначала создадим соответствующую структуру. В ней мы будем хранить, собственно, сами ходы, а также их количество. Внутри функции проитерируемся через все клетки. Если клетка пуста, сохраняем ее номер в массив ходов и инкрементируем счетчик. В конце возвращаем результат. Теперь нам нужно как-то оценить позицию. Так как компьютер легко просчитывает игру до конца, мы просто можем посмотреть, собраны ли 3 в ряд в текущей позиции у кого-то из игроков. Всего есть 8 вариантов выигрыша. 3 горизонтали, 3 вертикали и 2 диагонали. Проверяем соответствующие клетки и возвращаем 1, если победили крестики, минус 1, если нолики, и 0 в случае ничьей. Также помимо генерации ходов и оценки, нам понадобится функция, изменяющая позицию после сделанного хода. Здесь все совсем просто. Ставим по номеру клетки сделанного хода 1 или 2, в зависимости от игрока, и возвращаем новую позицию. Итак, мы готовы к написанию Minimax алгоритма. Функция на входе имеет 3 параметра. Игровую позицию, глубину поиска и то, чей сейчас ход. Первым делом мы оцениваем позицию на входе. И если это победа одной из сторон, или если мы достигли запланированной глубины, возвращаем оценку позиции. Далее, если сейчас ход крестиков, генерируем все возможные ходы и инициализируем максимальную оценку каким-то большим отрицательным числом. Затем, для всех дочерних позиций, то есть позиций, достижимых в один ход, вызываем алгоритм еще раз с меньшей глубиной. Если оценка дочерней позиции превышает текущий максимум, обновляем его. В конце цикла возвращаем максимальную оценку. Теперь рассмотрим ход ноликов. Все так же генерируем возможные ходы, однако на этот раз инициализируем уже минимальное значение большим положительным числом. Снова оцениваем все дочерние позиции, и если какая-то из них меньше текущего минимума, обновляем его. В конце возвращаем полученный минимум. Чтобы убедиться, что мы все сделали правильно, добавим счетчик, который покажет, сколько раз алгоритм достиг конечной позиции в игре. Запускаем. Ура! Ведь именно столько партий существует в крестиках-ноликах, а значит все работает как надо. По крайней мере, я на это надеюсь. Настало время сыграть с нашим творением. Я написал простенькое приложение с этой целью. При входе в центр видно, что компьютер каждый раз уверенно удерживает ничью. Теперь сделаем пару ошибочных ходов. В конце концов, компьютер ставит нам вилку и побеждает. Конечно, способности современных компьютеров и этого алгоритма совсем не ограничиваются крестиками-ноликами. И я обязательно выпущу видео про более сложные и интересные игры. Однако для понимания принципа работы простой пример подходит как нельзя лучше. Ну а на этом на сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если хотите больше подобного контента, а также делитесь этим видео с друзьями. Всем пока!